Решили сменить провинцию на столицу? Уверены, что вы к этому готовы? Поверьте, даже если вам кажется, что вы готовы ко всему, Киев найдет, чем вас удивить. Причем сюрпризы могут оказаться не самыми приятными. Именно поэтому я решил составить для вас небольшой чек-лист, чтобы вы понимали, что почем и сколько на самом деле стоит жить в Киеве. Ведь мне есть что вам рассказать. Погнали! Первое. Жилье. Начнем с жилья. В зависимости от места расположения, съем однокомнатной квартиры в Киеве в среднем обойдется вам от 8 до 15 тысяч гривен в месяц. Квартиру на окраине можно найти за 8-10 тысяч гривен. Арендовать квартиру ближе к центру – это уже 10-15 тысяч гривен. И квартира в центре обойдется вам в эту сумму ежемесячно, не меньше. Конечно, вы можете снимать квартиру с кем-то вдвоем или несколько человек, но не стоит питать иллюзии, что в столице вы найдете комнатушку за 1-2 тысячи гривен. Даже с расчетом совместной аренды жилья будьте готовы платить 3, 4, 5 тысяч гривен в месяц. Точно так же на вашем месте я бы не сильно рассчитывал на то, что вы сможете продать свое жилье в провинции и за эти же деньги сразу купить квартиру в Киеве. По данным сайтов о купле-продаже недвижимости, средняя стоимость однушки в Киеве сейчас 40-50 тысяч долларов, а это более 1 миллиона гривен. Если же рассматривать вариант новостроек, то в среднем квадратный метр обойдется вам 550-850 долларов. То есть на сегодня это примерно от 15 до 23 тысяч гривен за метр квадратный. При этом ждать, пока дом будет достроен и введен в эксплуатацию, придется от 2 до 5 лет. И сейчас речь шла не о квартирах в центре города или в престижных районах. Стоимость элитного жилья будет выше где-то на 40-80%. Хотя если смотреть на условия и качество этих домов, такие высокие цены могут быть не всегда оправданы. Поэтому если вы решили сжечь все мосты и безвозвратно переехать в столицу, продав свою недвижимость в маленьком городе, хорошенечко подумайте. Ведь скорее всего денег вам хватит только на первый взнос новостроя, но может еще на первых парочку платежей. Поэтому, как мне кажется, более рассудительно все же снять квартиру в Киеве хотя бы на первые несколько месяцев, осмотреться, прикинуть что по ценам, как минимум поездить по районам и определиться, где бы вам хотелось жить. И только потом уже решаться на какие-то кардинальные действия и продажу своего имущества с целью приобретения жилья в Киеве. Кстати, в одном из своих предыдущих видео я рассказывал о том, где жить в Киеве и какие цены, чтобы снять квартиру в комфортном ЖК. Ссылочку оставлю под этим видео в описании. Также отправлю вам ссылку на группу в Фейсбуке, где можно найти отличную квартиру без посредников и вести общение напрямую с собственниками жилья. Советую перед приездом посмотреть, ведь таким образом вы сможете сэкономить деньги. И еще совет: арендуйте жилье в пешей доступности от работы. Это отличный способ сэкономить время и деньги. Вы поймете, о чем я, когда мы дойдем до цен на транспорт. Второе. Питание. Перейдем к питанию. Пожалуй, один из самых неоднозначных пунктов, ведь кому-то хватает одного приема пищи в день, а кто-то привык к полноценному рациону с завтраками, обедами, ужинами и перекусами. Кто-то ест авокадо и спаржу, а кому-то достаточно огурцов с помидорами. В целом, если сравнивать стоимость продуктов с городами поменьше, то еда в Киеве обходится на 10-20% дороже. К примеру, стоимость одного комплексного обеда составляет 110-130 гривен. Это в самом обычном заведении или столовой. Если же вы заказываете доставку, то такой же обычный бизнес-ланч, куда входит первое и второе блюдо, уже обойдется вам в 160-180 гривен. Но имейте в виду, что речь идет в основном о нашей традиционной кухне, то есть на обед у вас будет борщ или какой-то суп, и картофель, макароны или каша с котлетой или битком. Если же вы любите побаловать себя блюдами нетрадиционной, например, азиатской кухни, то средний ценник на комбо-меню уже будет 180-250 гривен. Таким образом, если вы не любите или не успеваете готовить сами, ваш еженедельный чек составит 900-1700 гривен. Естественно, значительно дешевле готовить самому. В таком случае, если питаться достаточно просто, без всяких там суперфудов и изощренных блюд, в неделю вы будете тратить примерно 500-1000 гривен. То есть в месяц картина получается следующая. Если вы предпочитаете готовить самостоятельно, то ваши расходы на еду будут в районе 2-3 тысяч гривен.
Если же вы будете питаться в различных заведениях и заказывать доставку еды, то и расходы будут на порядок выше – 3-7 тысяч гривен. Третье. Одежда. Что касается одежды, то также будьте готовы, что стоимость вещей в магазинах будет на 15-30% дороже, чем в среднем по Украине. Если не говорить сейчас о каких-то крупных покупках по типу зимнего пальто или кожаных туфель, то вы смело можете закладывать 1-2 тысячи гривен в месяц на какие-то небольшие обновления гардероба. Но что касается покупки одежды в Киеве, тут есть одно большое преимущество. Практически все брендовые магазины проводят различные акции, делают сезонные скидки и распродажи. Таким образом, очень часто вы можете купить хорошую вещь по приятной и доступной цене. Более того, последние несколько лет жители столицы все активнее переходят на покупки в интернет-магазинах. Особенно онлайн-шоппинг начал процветать в период пандемии. Во-первых, это удобно, потому что вам не нужно специально ехать куда-то в торговый центр и часами бродить по магазинам. Во-вторых, появляется все больше и больше онлайн-магазинов, особенно в Инстаграме, где вы можете найти абсолютно любую одежду, обувь и аксессуары по самым разным ценам и шопаться в соответствии со своим бюджетом. Ну и в-третьих, учитывая ситуацию с COVID-19, на сегодня такой шопинг он более безопасен. Четвертое. Транспорт. На первый взгляд с транспортом все просто и понятно. Стоимость одной поездки на метро, трамвае или троллейбусе сейчас составляет 8 гривен. Поездка на маршрутке по городу стоит 8-10 гривен, а в пригород вы сможете добраться за 15-20 гривен. Таким образом в месяц получается около 500-600 гривен. Это с расчета вашей дороги на работу и обратно домой, плюс каких-то поездок по городу в выходные дни. Но если, например, ваша работа находится достаточно далеко от дома и вы живете не рядом с метро, то скорее всего вам придется дополнительно ехать еще и маршруткой к ближайшей станции метро. А это значит, что вышеуказанная сумма автоматически умножается на 2, и на дорогу вы будете тратить уже не 500 гривен, а 1000-1200 гривен в месяц. К тому же никто не отменял различные непредвиденные ситуации, форс-мажоры, гуляния допоздна, в случае которых вы будете вынуждены воспользоваться услугами такси. В Киеве в этом плане очень удобно, потому что есть много приложений Uber, Bolt, Уклон и прочие, с помощью которых вы можете вызвать такси в любое время и по удобному для вас тарифу. Средние тарифы на такси от 80 до 150 гривен, в зависимости от расстояния, которое вам нужно проехать. В час пик, плохую погоду и ночное время тарифы обычно выше, и смотря насколько часто вы будете пользоваться такси, вырастет и ваш ежемесячный расход на транспорт. Помните, я говорил, что лучше всего снимать квартиру в пешей доступности от работы? Так вот, у нас, например, был случай на работе, когда одна девушка жила достаточно далеко, но так получалось, что часто засиживалась допоздна, а потом, соответственно, ездила домой на такси. В общем, как-то в конце месяца она посчитала, сколько у нее ушло денег на дорогу, и была в шоке, потому что потратила около 3,5-4 тысяч гривен только на такси. Причем утром на работу она ездила общественным транспортом, на метро и плюс еще и маршруткой до метро. То есть посчитайте, сколько денег ушло только на транспорт. Ясно, что на каком-то этапе для нее очень остро стал вопрос о переезде, но так совпало, что как раз переехал наш офис и новый бизнес-центр оказался намного ближе к ее дому. Поэтому проблема отпала сама собой. Но вы же понимаете, что такие совпадения – это большая редкость. Поэтому, если ваша работа территориально находится далеко от дома, сразу подумайте о том, что, возможно, дешевле и проще будет снять квартиру рядом с работой. К тому же, как по мне, это в принципе большое заблуждение, что лучше арендовать дешевую квартиру на окраине, чем жить где-то ближе к центру. Если посчитать, то чаще всего окажется, что ваши расходы на дорогу – это и есть вот эта разница в 1-2 тысячи. Я уже молчу о времени, которое вы каждый день будете тратить на дорогу. К тому же, если вы близко живете от работы, то в случае чего и такси вам обойдется в разы дешевле. А офисы, естественно, чаще всего находятся где-то в центре или ближайших к центру районах. И это мы разобрали только то, что касается общественного транспорта. Если у вас своя машина, затраты, конечно же, увеличиваются в разы. Пятое. Прочие обязательные расходы. Сюда можно отнести накладные ежемесячные расходы, то есть оплата интернета, ТВ, мобильного счета, а также покупку бытовых и гигиенических предметов. В принципе, на все про все это 1000-2 тысячи гривен в месяц. Но опять-таки, допустим, девушки намного больше тратят денег на всякие гигиенические и косметические штуки. Точно так же, например, тарифы на интернет. Кто-то выбирает минимальный пакет, а кому-то нужны какие-то дополнительные опции, и соответственно он платит больше.
Итак, подбивая итоги, получается, что в месяц вам нужно зарабатывать минимум $700, а это 20 тысяч гривен. Но я уверен, что те, кто живет в Киеве уже больше 2,5 лет, согласятся, что зарабатывая всего 20 тысяч гривен в месяц, столичная жизнь вам вряд ли понравится. И прошу заметить, это мы еще не брали в учет развлечения и отдых. Кстати, пишите в комментариях, было бы ли вам интересно узнать, сколько стоит потусить в Киеве. Если да, то специально для вас сниму отдельное видео о развлечениях и отдыхе в столице. Очень часто, когда человек только думает переехать в Киев, все его внимание фокусируется только на возможности большого заработка. И он не особо задумывается, что и расходы в столице могут оказаться значительно выше. В итоге он оказывается совершенно не готов к тому, что его ждет по приезду в Киев, потому что был уверен, что цены тут немножечко выше, чем в его родном городке. Вообще нюансов здесь очень много. К примеру, если вы хотите получить хорошую работу, а не должность младшего кассира в АТБ, то вам необходимо прилично выглядеть. Ваш внешний вид одно из первых, на что обращают внимание HR-менеджеры, и если это какие-то дешевые вещи с рынка, поверьте, это бросается в глаза. Точно так же, если вы работаете в продажах или любой другой сфере, где вам нужно постоянно взаимодействовать с клиентами, заказчиками, партнерами, ездить на встречи. Вы просто обязаны выглядеть достойно, поэтому на одежду здесь придется тратиться. По части интертеймента Киев уступает разве что Одессе и Львову, и развлечения здесь съедают минимум 2-5 тысяч гривен в месяц. Вы, конечно, можете никуда не ходить, но это не точно. Вас все равно будут куда-то звать ваши друзья, знакомые, коллеги. Вы будете часто проходить мимо каких-то прикольных заведений, куда захочется заскочить на огонек. Иногда вам захочется посетить какой-то концерт или шоу, а еще вам в любом случае захочется откладывать деньги на что-то, ездить в отпуска и покупать себе различные вещи и гаджеты, пользоваться различными услугами. Кстати, те, кто живет в Киеве около 80 лет, зарплату до $1000 уже даже не рассматривают. Это может показаться как-то сильно пафосно или заносчиво, но нет, это реалии жизни в столице. Конечно же, бесспорным преимуществом большого города является огромное количество супермаркетов, гипермаркетов и торговых центров, где всегда можно попасть на акции, распродажи и скидки, как я уже говорил. Но лично для меня акции и скидки это скорее приятный бонус, но никак не образ жизни. Круто, когда ты зашел в магазин и тот товар, который тебе нужен, еще и по скидке. Приятно. Но даже если бы и нет, то я бы все равно его купил. И я считаю, что так должно быть, и это хорошо, когда вы можете себе позволить все, что вам нужно и хочется на данный момент. Если же у вас сейчас не так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ведь я буду делиться не только реалиями и особенностями жизни в Киеве, но и как можно зарабатывать здесь. Кстати, в описании сразу же я оставлю вам несколько ссылок на мои предыдущие видео, где я уже рассказывал про мой переезд в Киев, где жить и работать в Киеве и вообще про причины переехать в столицу. Жду ваши лайки, если видео было полезным для вас, а также подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых сюжетах. И обязательно смотрите следующие выпуски, ведь мне есть что вам рассказать.